Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такого красивого пасхального зайчика. Такой зайчик со всех сторон. Эту схему я нашла в интернете. Автора я укажу под видео. И сейчас посмотрим, какой длины получается игрушка. Игрушка вместе с ушками получается до 10 сантиметров. Так что зайчик небольшой, вяжется очень быстро и легко. Я буду вязать зайчика пряжей Yarnart Jeans. Это цвет шампань номер 86 и нежно-розовый 74 оттенок. И крючком буду вязать номер 2. Как вязать такую вот основу для зайчика? Видео мастер-класса у меня есть на канале. Я оставлю ссылку как под видео, так и на видео. Переходите и вяжите вот такую основу. Она вяжется совсем несложно. И сегодня мы будем вязать для зайчика ушки, лапки и хвостик. Начнем вязание вот из таких ушек. Для начала возьмем розовую пряжу. Розовой пряжей набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем один столбик без накида, второй и третий. Далее в столбе полустолбик, 1, 2, 3 полустолбика. Теперь 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь в последнюю воздушную петлю провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Ниточку подтягиваем и ее будем ввязывать, когда будем вязать вот столбики с другой стороны. С этой стороны провязываем тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь 3 полустолбика. 1, 2, 3 и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Розовая деталь готова. Ниточку отрезаем. И теперь точно такую же деталь вяжем, но только цвета шампань. И теперь вот связали вторую деталь, точно такую самую, как и розовую. Изнаночной стороной розовой и шампань слаживаем их друг к другу. Вот так. Сложили. Вот. И теперь начинаем обвязывать 2 детали столбиками без накида. Первый столбик будет не очень удобно делать, захватывать.
Ну, сейчас мы это сделаем. Так, захватили вот за 2 половинки, провязали 1 столбик, и таких нам нужно провязать 10 столбиков. 1, так, не до конца, нужно, не за 2 половинки сделала захват. Вот 1 и 2 получилось. Вот 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь на закруглениях провязываем по прибавлению, то есть по 2 столбика. И таких столбиков мы сделаем 3 штуки. Вот 1 столбик, и сюда же провязываем 2 столбик. Так, 1. Снова повторяем 1 столбик и 2. Это второе прибавление. Это мы делаем для красивого закругления. И снова 1 и 2. И до низу вяжем 10 столбиков. Так как мы вязали с этой стороны, продолжаем вязать с другой. Провязываем 10 столбиков. И вот 2 ушка связаны. Нить, естественно, отрезаем по длине, для того, чтобы можно было пришить. И теперь будем переходить к вязанию вот таких симпатичных лапок. Начинаем вязать цвета шампань. В кольцо амигуруми ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. И во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика. И в итоге во втором ряду у нас получится 12 столбиков. В третьем и четвертом ряду тоже провязываем по 12 столбиков. И теперь вяжем уже 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 1 столбик, 2, и после 2 убавление. Снова вяжем 1 столбик, 2 и убавление. И еще раз повторяем 1, 2 и убавление. Итак, в 5-м ряду у нас получилось 9 столбиков. Теперь нам нужно, этот хвостик мы прячем вовнутрь, провязать 2 ряда по 9 столбиков. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот мы провязали 2 ряда по 9 столбиков. Теперь вяжем 8 ряд. В 8 ряду провязываем 1 столбик в следующее убавление. Это 1 раз. Снова повторяем столбик убавлением. Это 2 раз. Еще раз столбик и убавление. В итоге у нас получилось 6 столбиков. И вяжем последний 9 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Нить отрезали по длине для того, чтобы можно было пришить, но это отверстие нам тоже нужно стянуть. Для того вставляем ниточку в иголку и захватываем за крайний дужку столбиков и вот так вот прошиваем в каждый столбик. И теперь затягиваем. И потом мы этой ниточкой будем пришивать. Теперь свяжем для лапок вот такую подушечку нежно-розового цвета. Берем розовую пряжу, делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем, соединяем ряд соединительной петлей и отрезаем нить подлиннее для того, чтобы можно было пришить. Это все к лапке. И вот таким образом пришиваем. И вот пришиваем зайчику глазки между 7 и 8 рядом и между глазками 3 столбика. Бусинки у меня 6 миллиметров. И также вышиваем вот 3 реснички. Вот с одной стороны я вышила, и теперь вышиваем 3 с другой стороны. После того, вот как вышили реснички на глазиках, берем розовую пряжу, опускаемся на один ряд ниже от глазиков. И вот именно между глазиками у нас будет располагаться носик. Этот носик на 2 ряда и 1, 2 на 3 петли. И вот в одну ниточку краюшек я оставила, потом мы свяжем это со вторым концом края. И начинаем вот так прошивать и вышиваем носик. Вот таким образом смотрим, чтобы ниточка ложилась ровно. Если нужно, то поправляем. Вот так в серединку. Так, здесь нужно немножко вернуться сюда. И снова вот прокалываем так, чтобы оно попадало в серединку. И таким образом вышиваем носик, чтобы у нас получился треугольничек.
Вот треугольничек у нас получился. И для того, чтобы был красивый сверху краюшек, вот так вот сверху пролаживаем ниточку. И протягиваем. И теперь сверху, вот как вы видите, носик ровный и красивый получился. Теперь вот я булавкой отметила. Вот сюда будем прошивать. Вот теперь опускаемся на 1, 2, 3 ряда. Прокалываем розовой пряжей. И сбоку вот от этой полосочки отступаем раз, два столбика для того, чтобы вышить зайчику улыбку. Вот прокололи ниточкой. Теперь возвращаемся опять в это место, вот где мы делали у зайчика такую розовую полосочку. И с параллельной стороны выводим иголку. И опять возвращаемся в эту серединку. И выводим иголку там, где мы оставляли хвостик ниточки. Булавки убираем. Такая улыбочка получилась. И теперь здесь связываем 2 ниточки и прячем в середину игрушки. И теперь прикрепляем вот зайчику лапки. Крепим их таким образом, чтобы они заходили прямо аж вниз всего туловища. И вот наша серединка, там где мы закончили, вот центр вязания, 1, 2, и вот 3 ряд. И вот за 3 рядом пришиваем таким образом лапки. И пришивать их будем по кругу. И вот лапки пришили по кругу. Сейчас свяжем хвостик. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И переходим к третьему ряду. В третьем ряду провязываем 2 столбика и убавление. 1, 2. Теперь убавление. Это 3. Снова 1 столбик, 2 столбик и убавление. Там мы повторили 2 раз. И повторяем 3 раз. 1 столбик, 2 и убавление. В итоге в третьем ряду у нас получилось 9 столбиков. Отрезаем нить немножечко подлиннее, для того, чтобы можно было пришить хвостик. И вот так делаем соединительную петлю. Вот таким образом. Хвостик будем немного наполнять наполнителем.
Вот взяли наполнитель, немножко наполнили и поворачиваем зайчика. И вот сзади прикалываем иголочками и пришиваем хвостик. И вот пришили зайчику хвостик, пришили ушки, прям вот по центру и между ушками один столбик. И вот такой красивый зайчик у нас получается. Теперь его можно отдекорировать бантиком на ушке из ленточки. И пасхальный зайчик готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!